Тут изображены пушистые стебельки подорожника, усыпанные мелкими шариками семян. Верни листком больное место. Теперь ты спокойнее пойдешь дальше. Листок приятно холодит, и ты чувствуешь, как боль постепенно проходит. Скоро ты перестанешь хромать и забудешь о растении, которое облегчило твои страдания. Что на него обращать внимание? Это ведь всем известный подорожник. Все же познакомиться с ним поближе. Он тоже путешественник, хотя и растение неподвижно сидящее в земле. Одуванчики. Где? Вот это одуванчики? Хорошо, сейчас. Да, это одуванчики, правильно, листики. А что? Это малина? Нет, это не малина. Как же это растение называется? Я тоже видела. Сейчас. Из одуванчиков можно сделать салат, но чтобы его сделать и чтобы он не был горький, нужно положить в соленую воду. Всего математика, но не очень похоже. Мама? Да, мать-мачеха это. Это математика? Да. Так девочка нарисовала. Понятно. А еще есть знакомые вам растения здесь? Вот это на липу похоже немного. Да, совершенно. Это ландыши. Колокольчики? Ландыши. Ну, это дубы. Это листики. Желуди. Брусника, это не Ну, знаю, желуди, что. дуб. Это что? Это, я не знаю, я тоже впервые вижу такое Ногти. растение. Ноготки. Ноготки. А это Четыре. зверобой, да? Да, зверобой. Никогда не... нет, я у бабушки видела в Я саду. тоже такое. видел зверобой. Только я не знаю, как она называется. Брусника, она полезна при температуре. Из него заваривают чай. Она снижает температуру. А листья брусники полезны почкам. Листья брусники собирают либо поздней осенью, либо весной из-под снега. Так они накапливают полезные вещества. А когда цветет брусника, все полезные вещества уходят в ягоды. Липу нужно сушить, когда не идет дождь, когда вот пройдет дождь через некоторое время. Артур, добавь. Только липу нельзя сушить. Вообще все лечебные растения нельзя сушить сырыми, так как Они гниют они гниют и чернеют. и теряют свои свойства. Когда я заболеваю, мои родители лечат меня лекарственными растениями, например, липой. Они дают мне малиновый чай, ромашковый чай. Они очень полезные для меня, и я быстро выздоравливаю. Здравствуйте, я Бураковская Ксения. Я расскажу вам, когда раскрываются цветы. Цикорий. Вот он. Он раскрывается в 4-5 утра. Дальше идет мак. Мак раскрывается так же, как и цикорий. Дальше у нас одуванчик. Раскрывается в 5 утра. Дальше у нас идет картофель. Вот он у нас. Он раскрывается уже в 5-6 часов утра. Дальше лен. Вот у нас лен. Лен он раскрывается в 6-7 утра. Кувшинка белая. Вот какая она у нас. Она раскрывается в 7-8 утра. Дальше смолевка. Смолевка у нас вот какая красивая. Она раскрывается в 9 часов утра. Ноготки. Вот они у нас. Они открываются у нас в 9 часов утра. Так же, как и смолевка. Кислица и математиха. Вот они у нас, 20к. Открываются в 9-10 часов утра. Меня зовут Алина Минникова. Я нарисовала рисунок. Лекарственные растения. Клевер, василек и пижма. Эти растения у нас растут на огороде. Пижма мух отгоняет, василек привлекает пчел и лечит простуду. И василек тоже лечит и привлекает пчел. Следующий рисунок я посвятила одуванчик, мята и пижма. Пижма отгоняет мух, мята лечит, а одуванчик можно в салат бросать. А у одуванчика и корни лечебные. Лечитесь лекарственными растениями. Меня зовут Майя Васина. Мне 11 лет. Я нарисовала картину «Дельфин».
Я ее нарисовала, потому что посмотрела красивый мультик «Девочка и дельфин». Я изобразила дельфина с мячиком на фоне горизонта. Меня зовут Алина. Я нарисовала лес, когда была зима. Здесь я нарисовала деревья. Здесь была лиса и зайчик. Лиса хочет съесть зайчик, лиса нюхает по нему и идет к тому месту, где зайчик стоит. А зайчик хитренький скакал в другое место, и лиса его не съела. Сквозь мрак и туманы, сквозь нежные тучи пробился на землю единственный лучик. Записку от солнца принес он носорогу. Крепитесь, умывайтесь, весна недалека. Прошу сообщить, что на начале недели ослабнут морозы, утихнут метели. Желаю вам, птицы, тепла и добра. И грянули хором сороки. Ура!